Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы приготовим вместе с вами замечательный клубничный торт. Его замечательность не только в том, что он очень вкусный и красивый, а также в том, что он способен перенести достаточно длительную транспортировку даже в теплое, горячее время года. Если вы задумывались о том, как отвести в гости красивый и вкусный торт и при этом не испортить его, этот рецепт решит эту проблему. Мы с вами приготовим торт с творожным муссом и клубникой, а сверху покроем его желе на агар-агаре, которое не тает даже при высокой летней температуре. Добро пожаловать ко мне на кухню. Помещаю в емкость творог 350 грамм, сметану 150 граммов и всыпаю сюда же 150 граммов сахара. Пробиваю с помощью погружного блендера до получения однородной массы. 20 граммов желатина заливаю холодной водой 100 миллилитров. Размешаю и отправлю в холодильник для набухания на минут 15-20. Пока набухает желатин, взобьем жирные сливки жирностью 33%, 250 граммов, до плотного состояния. Начиная с маленькой скорости миксера, постепенно ее увеличиваем. Взбиваем обязательно холодные сливки. Помещаем пока сливки в холодильник. 200 граммов клубники нарежу на небольшие кусочки. Набухший желатин распущу в микроволновке или на водяной бане. Нюансы работы желатином есть отдельное видео у меня на канале. Кому интересно, ссылка будет в описании. Распущенный желатин процежу через сито, чтобы избавиться от нерастворенных комочков желатина. Добавлю к желатину немного творожной массы и тщательно перемешаю до однородности. Делаю это для того, чтобы выровнять температуру желатина, и чтобы он не схватился одним куском в творожном муссе. Теперь постепенно введу желатин в оставшуюся творожную массу. По этой же причине лучше всего брать творог и сметану комнатной температуры во время приготовления такого торта. И в последнюю очередь вмешиваем взбитые жирные сливки. Нежный творожный мусс готов. Беру разъемное кольцо, американский бисквит толщиной около 1 сантиметра. Устанавливаю ацетатную ленту вдоль бортов формы и очень хорошо зажимаю кольцо. При желании можно пропитать корж любым любимым вами сиропом. У меня это молочный сироп. Особенное внимание всегда уделяем краям бисквита, так как он получается более сухим. В принципе, американский бисквит не требует пропитки, но для того, чтобы торт был еще более нежным, я решила немного пропитать бисквит. И теперь наливаю на дно творожный мусс. Весь сразу выливать в мусс не буду. Наливаю немного. Распределяю. И отправлю форму в морозильную камеру буквально на минут 10, чтобы мусс слегка схватился. И тогда он не будет вытекать из формы, если вдруг кольцо не очень плотное. Нижний слой мусса схватился. Берем оставшийся мусс, добавляем в него клубнику. Очень осторожно перемешиваем.
И выливаем мусс в форму. Если не хотите, чтобы мусс окрасился, можно просто выкладывать клубнику, чередуя с муссом слоями. Встряхиваем форму, чтобы мусс равномернее распределился. Можно слегка помочь ему лопаткой. И отправляем форму в холодильник. Предварительно необходимо затянуть ее пищевой пленкой. Для верхнего слоя нам потребуется 400 граммов свежей клубники, также можно брать замороженную клубнику, 50 граммов сахара или по вкусу, будет зависеть от сладости клубники, которую вы используете, 2 чайные ложки агар-агара, это 4 грамма, и выжимаю сюда немного апельсинового сока, чтобы усилить вкус клубники и придать пикантную нотку готовой прослойки. И пробиваю с помощью блендера до однородности. Отправляем ковшик на огонь. Проварим пюре до закипания и после закипания около 30-40 секунд, для того, чтобы агар-агар начал работать. Если вам не нравятся косточки в готовом пюре, можно протереть его через сито. Проварила 30 секунд и снимаю с огня. Остужаем наше пюре до температуры около 50 градусов, для того, чтобы наш творожный мусс не растаял. А творожный мусс тем временем помещаем в морозильную камеру, чтобы он минут 10-15 постоял и схватился. Когда мы будем заливать ягодную прослойку, чтобы мусс не растаял. Постоянно перемешивая, я остудила свое пюре. Температура его около 45-50 градусов. Достаем торт из морозильной камеры. Снимаем пленку и выливаем пюре. Быстро распределяем по всему торту и отправляем в холодильник. Теперь уже пищевой пленкой накрывать не нужно, потому что из нее может образовываться конденсат и капли на верхнем слое торта. Клубничный слой застыл очень быстро. Агар-агар стабилизируется уже при температуре 45 градусов. Снимаю форму. Вот такой прекрасный тортик получается. Можно украсить клубникой, листиком мяты или мелисы. Сверху завяжем красивую ленточку. Перед тем, как отправиться с тортом в дорогу, можно минут 10-15 подморозить его в морозильной камере, а ягоды, которыми он украшен, покрыть декор-гелем. Тогда они зафиксируются на торте и будут иметь очень длительное время свежий, блестящий, аппетитный вид. Рецепт декор-геля есть у меня на канале, ссылка будет в описании под видео.